Добрый день, дорогие скорпионы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на август 2024 года. Да, дорогие, если вы смотрели большое видео «Лето надежды», это трехмесячный гороскоп на 3 летних месяца, июнь, июль, август, тогда вы примерно понимаете, о чем я сейчас буду говорить. Естественно, сейчас более подробно, развернуто про август. Кто не смотрел и хочется посмотреть «Лето надежд», в конце этого видео прикреплю, посмотрите, сверите, случилось у вас, получилось реализовать все те возможности, которые я все-таки рассказывала скорпионам. Знаю, что вы сильный знак, знаю, что вы бойцы и борцы, и вам очень сложно ничего не делать. Поэтому, да, мои дорогие скорпионы, настраиваемся на этот интересный и по-своему сложный месяц. Для кого-то сложный, для кого-то не очень. Скажу так, что многие моменты в этом месяце для вас будут на самом-то деле складываться очень хорошо. Многие истории будут продолжаться с июля. Несмотря на то, что у нас месяц календарный начинается с 1 августа, вы уже все свои августовские истории начали в июле. И, конечно же, да, записываю специально в первой половине июля этот гороскоп для того, чтобы у вас был больше запаса времени спланировать август, потому что энергии будет много, энергия будет шарашить. И я бы сказала так, что нужно этой историей воспользоваться, да, потому что, для вас, дорогие, даже сложные моменты — это всегда возможности, и, как правило, для скорпиона сложные истории, сложные моменты — это еще больше возможностей финансовой прибыли, важной коммуникации, силы, мощи и ответственности, да, ту самую, которую вы любите, ту самую, за которую вы боретесь. Итак, дорогие, поехали. Ну что, на 1 августа у нас на небе очень такая мощная яркая квадратура Венера, Уран. Венера отвечает за внешний вид, за красоту. Это партнерский, я бы так сказала, персонаж, да, то есть когда нам важно, кто есть наш партнер, каковы наши амбиции по жизни, как мы реализуем наши таланты, вообще, в принципе, наши таланты, что мы с ними делаем, куда мы с ними по жизни идем, да. Уран — это планета свободы, свобода воли, если так это можно сказать. Конечно же, это, я бы сказала, такая небольшая иллюзия свободы воли, потому что у нас в натальных картах заложен свой собственный потенциал на свободу этой воли, и уровень этой свободы у каждого, конечно же, виден, да. Поэтому здесь история того, что Уран захочет нас как-то подтолкнуть, проявить, да, особенно это будут чувствовать скорпионы 3-й декады. Ребят, первая декада скорпионов — это те, кто родился в октябре. Вторая декада, кто родился с 1 по 10 ноября. Третья декада скорпионов — те, кто родился с 11 и до конца знака зодиака Скорпиона, до Стрельцов. Да, вот так образно считаем. Идем дальше. Здесь, конечно же, вот это движение, мощь, активность Урана, желание проявить себя как-то по-новому, хайпануть, потому что Уран — это планета хайпа, отличных гениальных знаний, новых проектов, новых эмоций, движения, желание новизны, все изменить, обнулиться, обрушить старое, да. Чувствуется такая нотка взаимодействия с Плутоном, да, но все-таки Уран действует гораздо быстро и резко. И для скорпионов 3-й декады эта история будет не совсем простая, потому что здесь этот самый Уран делает в августе оппозицию к вашему натальному Солнцу в транзитной карте, и будет такое ощущение, как вот что-то пошло не так. Но при этом Плутон, который сейчас докатывается, еще конец августа докатывается до знака зодиака Козерог, да, он пока еще в Водолее, и 2 сентября он перейдет в знак Козерог. Здесь, конечно же, вы прекрасно, мои дорогие, чувствуете, что это скорпионы 3-й декады, что сила, мощь еще на вашей стороне, но Уран будет вносить вот свои коррективы, которые не совсем вам будут нравиться. То есть это не то, на что вы рассчитывали, это будет происходить быстро, резко, будут меняться планы, и вас это будет напрягать. Этот аспект, который начнется в конце июля и на первую неделю августа, Венера в квадратуре с Ураном, на самом деле еще отвечает и за финансы. Здесь
я бы настоятельно рекомендовала много не тратить. И не тратить по пустякам, по прихоти, потому что на этом аспекте очень много тратится. Очень быстро, резко, на разные такие штучки. Пройдет время, распадется аспект, и вы скажете, вообще, зачем я потратила эти деньги? Ну, то есть это аспект, можно также потратить отношения, потому что Венера-Уран – это аспект разводов. Захочется вспылить и сказать, все, надоело, до свидания. Просто это будет резко, вы просыпаетесь утром, и вам захочется все поменять. Вот так действует Уран, да. Еще когда приходит оппозиция как раз-таки этого Урана, это всегда история того, что очень часто говорят, а что за невезение это такое, полоса невезения. На самом деле это просто Уран действует таким способом, чтобы максимально выбить из той колеи, к которой мы все привыкли. Да? Поэтому здесь, дорогие скорпионы третьей декады, не сильно пылите, эмоционально не подходите к этому моменту, хотя будет очень сложно. Да? Желание почувствовать нечто новое, приобрести новый опыт любовных, сексуальных отношений. Да? Пусть даже в работе, потому что Уран у нас еще отвечает и за 10-й дом, собственно, да, за работу, за наше будущее, в том числе за 11-й дом, да. И здесь, конечно же, могут очень сильно меняться планы. При этом, еще раз скажу, старайтесь быть приземленными, старайтесь делать не на эмоциях свои решения принимать. Для скорпионов третьей декады, у которых еще ретроградный Нептун идет ну, точно так же в ретроградном движении, да, и делает трин к Солнцу, да, то есть будет очень много вдохновений, будет казаться, что вот так вот оно все приятно, но при этом здесь будут еще присутствовать иллюзии, да, поэтому здесь старайтесь убрать вот этот иллюзорный план и все-таки подключить вот такую реальность, которая на самом-то деле есть в жизни. Мне очень часто говорят, в ваших гороскопах все, как всегда, плачевно. Ну, часто такое говорят. Мне всегда захочется спросить, а жизнь на самом деле ваша, она повеселее будет или как? Если, конечно же, она очень веселая и позитивная, тогда, ребят, ну да, бывает. У кого-то сходится. У кого-то сходится, если вы не попадаете, например, в определенную декаду. Да? По крайней мере, у скорпионов первой декады хочу сказать, что я не могу сказать, что будут определенные какие-то сложности и трудности, по крайней мере пока, да, пока Плутон до сентября не пришел. Не могу сказать, что будут очень мощные какие-то сильные аспекты на ваше натальное Солнце в транзитных картах, потому что просто у меня здесь в транзитах не видно. Да? То есть активны сейчас больше все-таки скорпионы второй и третьей декады. Скорпионы второй декады трудятся, активно нарабатывают свой потенциал, потому что здесь ретроградный Сатурн в прекрасном трине к вашему натальному Солнцу. И здесь, дорогие скорпионы, второй декады, весь август, вообще независимо от аспектов, которые будут складываться, у вас прекрасное время для того, чтобы внедрять в работу все то, что вы хотели, все то, что у вас ранее не получалось сделать, все то, что как-то затормаживалось, все то, что не продвигалось вперед. Поэтому здесь, пожалуйста, остановитесь. Конечно же, эта история началась у вас уже в июле, да, и август это продолжение. То есть, а если вы еще до сих пор не начали, тогда остановитесь и подумайте, что же вы такого не начали, почему вы не идете в свое развитие, потому что иногда бывает просто страшно. Просто бывает страшно, и это нормальная история у всех абсолютно людей, знаков зодиака и тому подобное. И, конечно же, Скорпион является к тому знаку зодиака, кто не очень любит говорить про свои слабости и уязвимости, потому что вам кажется, что это вас делает еще слабее. Нет, на самом деле, ребят, поймите свои слабости, где вы не дорабатываете, где вы упускаете важное, и почему этот самый Уран приносит столько много коррективов, что приходится резко что-то менять и реагировать по-другому, по-новому, когда вам не хочется совершенно так делать. Почему вас это так сильно выбивает из колеи? И здесь нужно отнестись к этому более активно, да, то есть более здравомысляще и понимать, что это точка роста, да. Когда приходит Уран, а Уран все-таки развернется у нас в ретроградное движение и будет делать работу над ошибками, а работу над ошибками он-то будет делать аж до первой недели января, да, 2025 года, ну то есть это полгода, ребят. И мы прекрасно понимаем, что особенно скорпионы третьей декады, что все то, что вы сделали или не сделали,
это история, которая с сентября начнет работать сложнее. То есть события ретроградного Урана уже будут влиять гораздо сложнее. То есть будет, плюсом у нас еще осенью коридор затмений. Да, у нас вообще все планеты будут высшие социальные в ретроградном движении, и сентябрь, октябрь, ноябрь это такое, я бы сказала, очень сложноватое время для вообще в принципе реализации, потому что нас всех будут спрашивать, независимо от того, какой вы скорпион, какой декады, что вы сделали, а что не сделали, да. Поэтому да, мои дорогие, в августе все будет сделать гораздо проще. Если вы до сих пор еще не начали делать, если вы начали делать, внедрять, реализовываться, отлично, делаем. Что именно делаем, да? С 4 августа у нас с вами новолуние. Новолуние у нас во Льве. Хочется сказать, что это такой легкий, интересный, позитивный, радостный день. Ну, ребята, да, день как день. Это у нас, понимаете, воскресенье, хочется отдохнуть, прекрасно отдыхайте, но, естественно, с 5 августа по 28 у нас с вами у всех на небе ретроградный Меркурий. Можно было сказать, что это такое легкое позитивное движение энергии, эмоций. Ребят, не скажу, что для вас это будет мучительно, сложно, долго и печально. Нет, по крайней мере, скорпионы первой декады почувствуют в этом даже свои плюсы и бонусы от того, что люди вокруг будут притормаживать, да, вы же наоборот будете очень классно, планомерно в своем темпе, в движении делать все свои дела, все, что вам давно хотелось реализовывать, планы, делайте активно, внедряйте, здесь сложностей каких-то у вас я не вижу. Для стрельцов, для скорпионов второй декады здесь еще будет помогать Сатурн, который говорит, делай еще больше, еще мощнее. Конечно же, скорпионы третьей декады. Здесь вдохновение Нептуна прекрасно, но оппозиция Урана. То есть запускать какие-то дела, проекты, эффект будет неоднозначный. Но при этом, если вы запускаете какие-то проекты, дела, начинаете какие-то новые дела, которые вы уже делали много раз, и они у вас не получались, на ретроградном Меркурии я наоборот советую это делать, потому что ретро-мерк всегда запускает повторные процессы, которые мы раньше не сделали, не доделали, и идти вперед в жизнь, реализовывать. Например, у меня как не получается что-то сделать постоянно, я так думаю, так, когда ретро-мерк? Вспоминаю и на это время планирую сделать то, что я не могла очень долго времени сделать, у меня не хватало терпения, сил, эмоций. А у нас этот ретроградный Меркурий с 5 по 14 августа будет в знаке Девы. Здесь история того, что получится делать нудную, неприятную работу, которая отнимает очень много времени, писанину, например, да, что-то учить, что-то запоминать, прекрасное время. С 15 по 28 августа у нас ретроградный Меркурий перейдет в знак Льва и будет в квадратуре с Ураном. Здесь прекрасное время для выступлений, для продвижения, для ораторского искусства, для запуска какого-то мощного объемного проекта на публику. Да? То есть здесь вот такая история действий. Поэтому ни в коем случае не сидите, делайте в этот август, делайте как можно больше для того, чтобы у вас этот месяц сложился очень даже хорошо. Скажу, что одни из сложных моментов, которые заставят в принципе попотеть, побегать, это у нас, ребята, с 14 августа складывается, собственно, оппозиция Венера-Сатурн, при этом Венера-Сатурн, Сатурн в квадратуре с Марсом, да, ребят, ваш второй управитель, в соединении с Юпитером, ну то есть Марс в соединении с Юпитером, плюс еще квадратура к Венере. То есть я бы так сказала, такая мощная история, но для вас, дорогие скорпионы, это будет такая заземленная энергия. То есть для вас получится продвинуться в сложных финансовых вопросах и сделать плюс. Я скажу так, что это не хорошее время с 14 и по конец августа, например, тратить деньги по прихоти, тратить деньги на бренды, на шалости, на вот захотелось что-то увидел, их захотелось себе срочно купить. Нет, не подходит для этого энергия, поэтому хотите вот поступить так, что-то увидеть и купить, купите в июле, да, но не во вторых последних 2 неделях августа.
там все-таки эмоции, энергии на то, чтобы созидать деньги, сохранять, вкладывать, приумножать, для того, чтобы эти деньги прокрутились в бизнесе, для того, чтобы эта история закрепилась. То есть вложиться во что-то основательное, фундаментальное в недвижимость, да, потратить просто потому, что мне захотелось очередное колечко, ну и будет оно просто колечко и все, но оно не будет нести такую вескую историю. И на ретроградном Меркурии все-таки это тот момент, когда потом вы скажете, не такое уж оно и красивое, вот это колечко. Там может быть не колечко, там может быть все что угодно. Не советую покупать автомобили в том числе, потому что ретро-мерк, он связан и с техникой, а очень захочется, особенно во второй половине августа. Ретро-мерк во Льве, да, плюсом еще Венера в квадратуре с Марсом, захочется легкости, воздуха, свободу, быстроты, скорости, захочется купить автомобиль. Сомнительная история. Купить практичный автомобиль для работы, не совсем той красоты, которой бы вам хотелось, вот эта история рабочая, а купить что-то красивое ради того, чтобы вы там похвастаться. Пройдет время и скажете, боже мой, зачем столько денег потратили, а если еще получится купить эту историю в кредит, получится вообще невыгодно. Поэтому здесь, ребята, все только, естественно, по личным указаниям, но общий гороскоп, он вот такой, что я бы здесь не советовала тратить, поэтому все те, кто решится, я не знаю, вложить очень много денег в финансов, оставляйте комментарии под этим видео, обязательно дата, время и место вашего рождения и вопросы, во что, собственно, вы хотите вкладывать, не знаю, может, у вас будут другие вопросы, скорпионы всегда тоже много задают вопросов. Ребят, постараюсь ответить на все, но не обещаю, вопросов с каждым разом все больше и больше, поэтому да, собственно. Пишите, постараюсь ответить. Самых активных, отважных, естественно, жду на консультациях. Там получается объемнее и развернуто. Идем дальше. Самые сложные, мощные, напряженные дни – это полнолуние. 19-20 августа. Почему две даты? В одном полушарии 19, в другом уже 20 августа. Это полнолуние. Полнолуние в Водолее. Как, в принципе, сам день для скорпионов не очень такой созидательный, потому что, в принципе, все, что связано с Водолеем, скорпионом, не очень понятно, если у вас не работает Уран в вашей натальной карте. Если у вас с Ураном все в порядке, тогда у вас с принятием водолейской вот этой легкой бешеной энергии тоже хорошо, да. Если нет, тогда для вас этот день будет казаться каким-то быстрым, каким-то мощным, каким-то сложным, ускоренным, а вам захочется, наоборот, позазидать, подумать, решить, составить план, почувствовать этот план, да, чисто по скорпионе, потому что вы всегда все делаете по чувствам, по внутреннему ощущению, и это правильно. Кстати, у меня есть большое часовое видео про знак зодиака Скорпион. У меня его, сколько ему уже месяцев, он вышел в ноябре прошлого года. Его все смотрят, комментируют, и большинству нравится, ребят. Кто не видел, в конце ролика прикреплю, посмотрите, запаситесь чем-нибудь вкусненьким, это отнимет у вас час времени, а может, наоборот, прибавит много осознаний жизни, и я на это, по крайней мере, рассчитываю. Идем дальше. Хороший, кстати, день полнолуния для просмотра своего видео про Скорпиона. Вообще, в принципе, это тот самый момент, если вы не живете как Скорпион, и трансформации, и тяжести вашей жизни, они велики, чем вот ваши возможности, да, тогда необходимо усложняться, ребят, потому что Скорпион — это тот знак зодиака, к которому по жизни всегда попадаются трансформации, преодоления, новые ступени сложности, для того, чтобы закалить просто свой вот такой классный характер. Ребята, идем дальше. Сказать, что после полнолуния, как обычно это бывает, энергия августа пойдет на убыль, я не могу такого сказать, потому что здесь, конечно же, история того, что все эти аспекты сложности, которые заставляют нас трудиться, которые заставляют нас разбираться в своих страхах, которые хочется вроде как на оголделых эмоциях и энергиях куда-то вот так вот пойти, вписаться в какую-то новую историю. Естественно, это все имеет место быть, но все-таки я бы сказала, что энергия этого августа для того, чтобы подвести, я бы так сказала, не итоги, да,
сделать такое небольшое осознание, что вы сделали, а что вы не сделали, да. Совсем скоро, со 2 сентября, да, ребята, это уже календарная осень, у нас Плутон, ребят, ваш первый мощный управитель, да, смотрю на Марс и говорю про Плутон, он перейдет в знак зодиака Козерог последний раз в наших с вашими жизнями, да, потому что в следующий раз в Козероге он уже будет при наших внуках только, да. И здесь история того, что, дорогие скорпионы, вы почувствуете вот эту сложную, мощную энергию собственных сил. То есть все те силы, которые вы не реализовали, все те навыки, таланты, чувства и эмоции, которые не были применены вами в жизнь, то есть вы почувствуете, что вам срочно нужно это делать, внедрять. И в конце августа, конечно же, в начале сентября это осознание придет, это будет момент перехода как раз-таки Плутона с одного знака в другой. И здесь, ребята, да, скорпионы, вот оно пришло, скорпионы первой декады, почувствуете очень сильное напряжение на самом-то деле. Ребят, все решаемо, все очень понятно, просто на вас сыграет этот аспект, ну как так, это финальная стадия, то есть было в течение последних 2 лет 2 репетиции, это 3-я. Для скорпионов первой декады, да, все то, что недоделано, все свои навыки, таланты, жизнь попросит внедрить, реализовать, и у вас будет шанс это сделать. Естественно, по-плохому будет с теми, кто не хочет этого делать, упирается, идет в развитие. Плутон, знаете, планета такая, которая заставляет, которая уже засиделась, заждалась, и здесь нужно все-таки преодолевать свои страхи, зажатости, барьеры, терпение, не дай бог, потому что Скорпион — это знак зодиака не про терпение вообще. И да, постараться не разрушить свою жизнь, а пойти в развитие, пойти в усложнение своей жизни и в реализацию своего социального статуса. Да, дорогие, вот такой. Кто мне скажет сложный, кто мне скажет легкий август, я скажу, что если вы идете и живете в ногу со временем, по своим ощущениям, тогда у вас будет все прекрасно. Тогда этот август ваши силы наоборот приумножит, потому что аспекты на самом-то деле, ну, кроме Урана, нет таких неординарных. Наоборот, я бы сказала, что это момент взлета, энергия, которая наоборот вот продуктивная, да. Но есть момент того, что когда очень хорошие аспекты, мы ленимся. Не ленитесь, скорпионы, не ленитесь, потрудитесь, сделайте для себя. Я знаю, что вы у меня мудрые, умные, вы все это понимаете. И тогда этот август принесет вам больше финансовых возможностей и выгод, к которым вы тоже стремитесь, потому что финансовая безопасность для скорпиона — это очень важный момент в жизни. И идите к ней. Не разрушайте отношения, стройте их, идите вперед со своей второй половинкой и разбирайтесь во всех тех эмоциональных трудностях, которые с вами будут, потому что Венера, Сатурн в середине, да, то есть это конец 2, 3 и 4 неделя августа, это история потрудиться в любовных отношениях, отдать больше тепла, получить вот эту эмоцию, энергию для того, чтобы пойти с любимым, с любимой дальше. Потому что, ребят, трудности есть у всех, это иллюзия, что у кого-то трава зеленее, кому-то повезло или кому-то проще. Да нет, все просто пашут в этих отношениях. И у вас получится, я в вас верю, вы же партнерский знак. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам классного августа, больше силы, больше действий, и тогда все возможности точно будут вашими. В конце видео обязательно актуальные ролики, если вы их еще не смотрели, посмотрите, потому что по ним можно составить план на ближайшие несколько месяцев. Это относится и к ретроградному Сатурну, и Нептуну в натальной карте, да, что можно с этим сделать, как конвертировать сложные события в позитив в своей жизни, и тогда все будет хорошо. Ребят, спасибо, что досмотрели это долгое уже получается видео до конца. Я желаю вам успехов и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.